Конфликт Лукашенко и Путина закончился настоящей дракой между президентами. Об этом потом, сейчас нужно разобрать всю суть конфликта. Как и где Лукашенко поссорился с Путиным. Началось это еще весной, в пик заболеваемости коронавирусом. Во время военного парада в Минске была презентована белорусская и китайская военная техника. Началом конфликта стало то, что ни один учащийся не был в защитной маске. К слову, в тот период по всему миру был самый пик эпидемии. По этому поводу журналисты решили провести беседу с Лукашенко. По их словам, от стран-братьев Беларуси шел огромный негатив и недовольство. Люди презирали такое отношение к эпидемии. Не хотели воспринимать решение страны об отказе от карантина. Лукашенко сразу отреагировал на этот вопрос очень неоднозначно, сказав, что за настоящих братьев принимает лишь украинцев. О России даже упоминать не хотел. Но что послужило причиной такой реакции? Ведь конфликт начал назревать еще в начале весны, в марте, когда ситуация с коронавирусом только обострялась. В Москве ввели приказ о введении режима самоизоляции. А в Минске, наоборот, все отмахивались, слушая слова президента о несуществующем вирусе. Якобы раз его никто не видит, значит и нет того вируса вовсе. Лукашенко забрал всю славу себе. Отказом от карантина Лукашенко не ограничился. Он не только считал, что меры предосторожности от несуществующего вируса бессмысленны. Президент Беларуси решил провести парад ко Дню Победы, который в России официально отменили. На что Путин очень обозлился. Мол, если он идет наперекор всеобщему мнению и проводит праздник, он полностью присваивает его себе. Лукашенко стал защитником этого знаменательного дня. А если он провел этот парад, значит стал вождем населения бывшего СССР. Именно это больше всего задело Путина. Так как именно с заядлыми любителями старины у президента России большой конфликт. Еще после введения пенсионной реформы. А здесь еще и карантин подключился. Сейчас же Лукашенко начал жаловаться на несправедливые обвинения в сторону Беларуси от России. Так как журналисты начали массово атаковать страну своими придирками и поклепами по любому поводу. Конечно, это никому не понравится. Александр Григорьевич даже пытался в ответ напасть на Путина. Со словами: «Почему это вы на нас нападаете? Почему не на Америку? Или не хватит возможностей? А Китай? Или не хватит возможностей?» Дальше ситуация обострялась еще больше. Журналисты Первого канала, которые готовили репортаж о Беларуси, были изгнаны из страны за свои несправедливые высказывания об эпидемии вируса. Лукашенко утверждал, что это все надумано и совершенно необъективно. Конфликт Путина и Лукашенко начал назревать еще задолго до этого. Было много ситуаций, связанных с проектом углубленной интеграции. Кремль явно надеялся на его позитивный исход, что было очень важно для страны. Но проект был заморожен из-за отсутствия дальнейшего плана развития. Это привело к началу нефтяной войны, что привело к резкому падению экономики Беларуси. У Путина и Лукашенко назрели серьезные обиды. А эпидемия коронавируса и вечные споры по поводу карантина подали жару в огонь. Причиной личного конфликта между Путиным и Лукашенко. Еще в 2018 году в Санкт-Петербурге проходил саммит. На нем разбирали вопросы о сотрудничестве России и Беларуси. Суть вопроса заключалась в том, какие цены Россия выставила на поставляемый во вторую страну газ. На что Путин попросил журналистов покинуть зал для личного общения с Лукашенко. Достаточно долго все прождали окончания этой беседы. После выхода Лукашенко из зала, он решил не давать лишних комментариев в прессе и самой первой группе журналистов ответил: «Конфликт урегулирован, приношу извинения Владимиру Путину». Далее случилась никому непонятная ситуация. На последующих интервью в России Лукашенко утверждал, что он передавал извинения премьер-министра Армении, так как ему не за что было извиняться перед Путиным. А прибыв в Минск и проведя конференцию там, сказал, что все страны просили извинения друг у друга. Никто так и не узнал правдивый конец этой ситуации. Уже тогда было видно, что что-то в том разговоре на саммите пошло не так. Многие политики утверждали, что раньше у Путина и Лукашенко были вполне хорошие отношения. Они всегда считали, что дружеские отношения народов стран и дружеские отношения между президентами стран – абсолютно разные вещи. И все было хорошо. Если для Беларуси разбирались важные вопросы, Лукашенко мог надавить на Путина для принятия позитивного для страны решения. В особенности, вопросы о торгово-экономическом сотрудничестве. Политическая и финансовая сфера также затрагивалась.
Практически все решения были вполне выгодными для Беларуси. Но в конце 2018 года отношения между президентами явно ухудшились. Одним из доказательств наличия конфликта считается отсутствие Высшего Госсовета союзного государства двух стран. К слову, он должен регулярно проводиться по 2 раза в год. А последний раз собрание состоялось еще в июне 2018 года. По 2020 году было видно, как Лукашенко пытался исправить ситуацию. Он всячески старался свести конфликтную ситуацию на ноль, восстановить прежние хорошие отношения с Путиным. Но по каждой их личной встрече прослеживалась все больше накаляющаяся обстановка. Дошло все до агрессивных разговоров между президентами, клеветы в адрес друг друга, постоянных манипуляций и попыток влияния на общественное мнение белорусского и российского народа. Лукашенко сейчас заговорил об угрозе со стороны России. Таким образом, он пытается собрать вокруг себя белорусский электорат, чтобы они полностью выступали за его решение. Ставит их перед серьезным выбором: либо продолжение его правительства, либо агрессивная Россия, от которой белорусов уже никто не сможет защитить. Белорусы – это нация, у которой на первом месте стоит независимость. Еле кто-то постигает на их права, они готовы пойти на все, лишь бы остаться полностью независимой страной. Таким образом, подавляющее количество людей объединяет данная цель. Далее происходит очередной конфликт. Россия принимает решение ужесточить переход российской границы белорусам. Руководствовались они тем, что в мире царит пандемия, и Беларусь является потенциально опасной страной из-за отсутствия карантина. Но такие красноречивые высказывания, по мнению журналистов, лишь попытка Лукашенко отвести весь фокус внимания от себя. Ведь в стране творится полная неразбериха. Чего стоят только политические репрессии. Без разборов не обходится, вот президент и решает перевести дух и перекинуть конфликт на Россию-агрессора. Белорусский народ все чаще обращается к митингам. Постоянные протесты, на которых страдают сотни людей, борясь за справедливость. Россия уже расторгает отношения с Беларусью. Начинает подключаться и Запад. Ведь никого не устраивает чрезмерная политизация народа. Для того, что Запад не примени санкций к Беларуси, президент пытается найти объяснение нарастающему конфликту. Вот и обвиняет во всем Россию. Якобы именно они послужили причиной начала войны между странами-братьями. Последствия конфликта. В конечном итоге, Лукашенко заявляет, что Путин завышает цены на газ, которые они продают Беларуси. По его данным, цены для Европы гораздо ниже. Такое отношение к стране он называет необоснованным и нечестным. Как утверждает Александр Григорьевич, Россия продает газ для Запада по минимальным тарифам. Они составляют приблизительно $70, когда для Беларуси цена намного выше – $125. Далее Лукашенко принимает решение снизить зависимость от российского энергоносителя и начать поставку газа из самого США. Так, первый раз за всю историю для завода по переработке нефти в Беларуси поставили целый танкер с американской нефтью. Президент утверждает, что сотрудничество уже началось и оно приносит хорошие плоды, одной из которых станет энергетическая безопасность государства. Мол, нефтяная сфера является важной ветвью развития экономики страны, а хорошие тарифы дадут возможность сэкономить деньги, что приведет только к развитию экономической ситуации. Минску явно не нравится такая ситуация. Когда работаешь сразу с несколькими поставщиками, может возникнуть много проблем. Специалисты, занимающиеся аналитическими исследованиями страны, утверждают, что все ведет к полному свержению Лукашенко. Россия не собирается превращать отношения с Беларусью в подобные отношениям с Украиной. Но и как реагировать на данную ситуацию, не знают. Единственное, над чем работают, пытаются держать Лукашенко в его орбите. Путину явно невыгодно прекращать любые отношения с Лукашенко. А что будет дальше, покажет время.